Всем привет! Меня зовут Марина. Вы на канале Russian Language Club. В этом видео вы узнаете интересные факты о русском языке. Всего фактов 10, но только 8 из них правда. 2 неправда. Какие факты правдивые, а какие неправдивые, попробуйте узнать. Итак, начинаем. Факт 1. Русский язык является официальным языком ООН. ООН – это Организация Объединенных Наций. Вместе с английским, арабским, французским, китайским и испанским. Что это значит? Это значит, что заседание ООН вы можете услышать на русском языке, а также основные документы, резолюции, отчеты заседаний публикуют на русском языке. Факт номер 2. В русском алфавите 33 буквы. И так было всегда. Раньше, конечно, каких-то букв в русском алфавите не было, как, например, самой новой буквы Ё. Но эта буква Ё появилась в русском языке тогда, когда из русского алфавита ушла буква Ять. Факт номер 3. В русском языке больше существительных женского рода. Лингвисты посчитали, что существительных мужского рода в русском языке всего 45%, а существительных женского рода 43%. Таким образом, существительных женского рода на 2,5% больше, чем мужского. Факт 4. Русский мат. Многие думают, что мат в русском языке появился только благодаря или из-за татаро-монгол. Но это не так. Русская нецензурная лексика – это исконно славянские слова. Факт номер 5. Русский язык раньше был намного сложнее и труднее, чем современный язык. В России было несколько реформ языка. Так, например, первую реформу провел еще Петр I. Он ввел гражданский алфавит, то есть стало меньше декоративных элементов при письме. Затем Михаил Васильевич Ломоносов выпустил грамматику русского языка. То есть уже с этого периода началась некая система. Так, в 1918 году убрали из языка букву «ять», «фиту» и твердый знак на конце слов. Также в это время несколько изменилась грамматика. Интересно, что в 2009 году тоже планировали провести реформу русского языка, но общественность отреагировала сильно негативно, и реформа не состоялась. Факт номер 6. Раньше в русском языке не было числительных. Возможно, поэтому мы сейчас говорим 2 стола, но 5 столов. Факт номер 7. В русском языке слова могут менять род. Так, например, слово «метро». Когда-то это слово было мужского рода, и правильно было говорить «московский метро». А сейчас вы знаете, что метро среднего рода, и нужно говорить только «московское метро». Факт номер 8. Слова «компьютерный» и «гуглить» – это русские слова. А, например, «анкета», «экзамен», «барабан» – это не русские слова. Эти слова пришли в русский язык из других языков. Кстати, такие слова мы называем заимствованные. Такое длинное слово. Факт номер 9. Святые Кирилл и Мефодий написали первый словарь русского языка. Описали они этот словарь на первом русском алфавите – кириллице, который они тоже сами придумали. И последний факт номер 10. День рождения русского языка
Это 6 июня. Также в этот день отмечают день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это были только 10 фактов о русском языке. Ваша задача была узнать, какие факты правдивые, а где я вам наврала, то есть сказала неправду. Пишите ваши варианты в комментариях. Также в комментариях пишите другие факты о русском языке, которые вы знаете. Жду ваших комментариев. Пока-пока. До скорой встречи!